Привет, YouTube! Сегодня мы начинаем большую и очень интересную тему, связанную с классификацией тестирования. Существует огромное количество вариаций этой систематики, поэтому не удивляйтесь, если в разных источниках вы найдете свои отличия. Давайте начнем с типизации тестирования по уровням, на котором оно проводится. Их всего 3. Первое – это компонентное, модульное или юнит-тестирование. В разных источниках оно может называться по-другому. Второй уровень – это интеграционное тестирование. И третий – это системное тестирование. Из названия этих типов тестирования можно предположить, что тестируют на каждом из этих уровней. На компонентном уровне происходит тестирование отдельных модулей. Например, если мы говорим об интернет-магазине, то это будет тестирование корзины или тестирование оплаты заказа. На интеграционном происходит проверка взаимодействия этих модулей, а на системном полная проверка приложения. Обычно юнит-тестированием занимается разработчик программного кода, так как именно юнит-тестинг позволяет протестировать отдельные компоненты исходного кода программы. На примере интернет-магазина к таким модулям можно отнести страницу авторизации, поиск товара, перемещение в его корзину, оплата заказа. Что касается интеграционного тестирования, то под ним понимают тестинг части системы, состоящей из 2 и более модулей. Например, как мы можем со страницы корзины произвести оплату посредством платежной системы. Существует 2 разновидности интеграционного тестирования. Давайте поговорим о каждой из них. Во-первых, это тестирование интеграции компонентов. То есть то, как отдельные модули одного приложения взаимодействуют между собой. И системное интеграционное тестирование, под которым понимают тестирование взаимодействия между всеми компонентами системы, либо взаимодействие разных систем между собой, либо тестирование интерфейсов, с помощью которых взаимодействует система. Именно об интерфейсах я хочу поговорить более подробно. Существует 3 вида интерфейсов. Первый из них – это интерфейс программирования приложений, либо API. Это набор методов, которые можно использовать для доступа к функциональности другой программы. Например, API используется для того, чтобы внедрить какую-то платежную систему для того или иного ресурса. Опять же, возьмем наш интернет-магазин. Для этого разработчик налаживает интеграцию с этой системой посредством данного интерфейса, и ему не нужно разрабатывать свою платежную систему. Таких API существует огромное количество. Самые известные из них — это API для взаимодействия с социальными сетями, той же Facebook или ВКонтакте. Подробнее об API мы поговорим в модуле тестирования веб-приложений. Второй интерфейс — это CLI, либо интерфейс командной строки, там, где инструкции компьютера даются путем ввода с клавиатуры текстовых строк. По-простому, это обычная командная строка в системе Windows, например. И третий интерфейс – это GUI – Graphical User Interface. В нем программные функции представляются графическими элементами экрана. Например, это то, что мы видим в окне браузера, когда открываем страницу в интернете. Итак, мы поговорили о компонентном и интеграционном тестировании. Давайте теперь поговорим о системном. Системное тестирование выполняется на полной интегрированной системе с целью проверки соответствия системы исходным требованиям. Например, если мы говорим об интернет-магазине, то здесь мы будем смотреть, как вообще все модули, которые были разработаны для этого магазина, работают между собой. Можно ли пройтись по всему бизнес-флоу данного приложения? То есть можем ли мы зарегистрироваться, найти товар, положить его в корзину, оплатить наш заказ, отслеживать этот товар в пути. То есть мы тестируем все приложение целиком. И, конечно же, говоря об уровнях тестирования, стоит также отметить приемочное тестирование. Пожалуй, я внесу его в эту же классификацию. Что же представляет под собой приемочное тестирование? Это вид тестирования, проводимый на этапе сдачи готового продукта, либо же какой-то его готовой части заказчику. Целью приемочного тестирования является определение готовности продукта, и достигается это путем прохода тестовых сценариев, случаев, которые построены на основе спеки и требований к нашему продукту. По сути, это финальный этап тестирования продукта перед его релизом. Обычно тестируется только основной функционал.
которые не требуют тщательных проверок. Существует несколько типов приемочного тестирования, которые тоже необходимо знать. Существует несколько видов приемочного тестирования. Давайте поговорим о них более подробно. Во-первых, это пользовательское приемочное тестирование, либо же, как его еще называют, UAT. User Acceptance Testing. Привыкайте называть все типы тестирования на английском языке, так как в дальнейшем вы будете сталкиваться именно с английскими аббревиатурами либо определениями. Пользовательское приемочное тестирование проводится пользователями конечного продукта. Например, когда мы знаем, что наш продукт готов к релизу, тогда мы можем собрать некоторую группу конечных пользователей, которые его тестируют, посмотрят, действительно ли данный продукт соответствует их ожиданиям, дадут нам какое-то заключение, мы пофиксим какие-то критичные баги и сможем спокойно релизнуть наш продукт. Следующий вид тестирования – это эксплуатационное. Обычно данное тестирование выполняется либо пользователями, либо же администратором в среде, которая имитирует реальные условия рабочего окружения. На этом этапе проводится проверка тестирования резервного копирования, либо же аварийного восстановления системы, также его безопасность. Еще один вид приемочного тестирования – это тестирование на соответствие контракту. Данное тестирование представляет собой проверку на соответствие спеке либо какому-то другому документу, нормативному акту. Например, в стране существует ГОСТ, который определяет, как наш продукт должен соответствовать данному нормативному правовому акту. То есть определяет его какие-то основные ключевые особенности. И мы должны обязательно разрабатывать продукт в полном соответствии к этому нормативному акту. Либо же один из самых известных документов, который был принят не так уж давно, это GDPR, который определяет требования к защите пользовательских данных, sensitive data. И если же мы не учтем данные требования при разработке продукта, то мы можем получить огромные штрафы в дальнейшем. И еще два вида приемочного тестирования – это альфа-тестирование и бета-тестирование. Альфа-тестирование представляет собой эксплуатационное тестирование, которое проводится на стороне разработчиков, но не в рамках нашей компании. А бета-тестирование, в отличие от альфа, производится вообще на внешней стороне и без участия разработчиков. Обычно бета-тестирование проводится небольшой группой пользователей, чтобы получить от них отзыв до выхода продукта на рынок. Это известная практика для компьютерных игр. Я думаю, что те, кто из вас являются заядлыми геймерами, знают о таком тестировании. То есть заказчик выбирает некую ключевую группу пользователей и выпускает для них бета-версию продукта. И на основании их фидбэка, то есть обратной связи, будет проводиться фиксинг каких-то критичных багов, либо же мы будем просто понимать, что наш продукт соответствует их ожиданиям, и его можно уже релизить. Также сегодня хотелось бы уделить небольшое внимание вопросу классификации тестирования по позитивности тестовых сценариев. Логично предположить, что таких видов тестирования будет два. Позитивное и негативное тестирование. Что подразумевают под каждым из них? Позитивное тестирование – это такое тестирование, когда применяются сценарии, которые соответствуют нормальному, ожидаемому поведению системы. С его помощью мы можем определить, что система делает то, для чего и была создана. Например, если мы возьмем калькулятор, то при сложении 2 плюс 2 мы получим 4. Это будет позитивный тест. Негативным называют тестирование, в рамках которого применяются сценарии, которые соответствуют внештатному поведению системы. Например, это могут быть какие-то исключительные ситуации или неверные данные. На примере нашего калькулятора это может быть деление на 0. То есть мы заведомо знаем, что делить на 0 нельзя, то есть мы должны получить какое-то сообщение об ошибке. Многие начинающие тестировщики заблуждаются, что сначала нужно проводить негативное тестирование, то есть попытаться сломать систему. На самом деле это далеко не так. В первую очередь выполняются позитивные тесты, особенно в режиме ограниченного времени. А время для тестирования всегда ограничено. Просто представьте, каково будет заказчику, если вы направите все усилия на выполнение негативных тестов, но не проверите основные функциональности и их работу заявленным требованиям.
и передадите такой продукт заказчику. Представьте, какова будет его реакция, когда он не сможет попросту залогиниться в систему, используя валидные данные. А вы, в свою очередь, проверяли только 9999 символов в строку логин. Сегодня мы узнали об основных уровнях тестирования и их значимости для всего процесса обеспечения качества. И немного затронули тему позитивности сценариев. На следующем уроке мы продолжим изучение классификации и тестирования. Я думаю, что таких уроков еще будет несколько, потому что уложить все в рамках 10-15 минут просто невозможно. А я, как всегда, надеюсь, что вам было интересно данное видео, и вы действительно узнаете что-то новое для себя о тестировании. Если же у вас все-таки остались какие-то вопросы, то не стесняйтесь их писать в комментариях. Я буду стараться отвечать и давать свою обратную связь. И еще не забывайте ставить лайки и подписываться на данный канал. Так я буду знать, что работа проделана не зря. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!